Ну чё? Я не знаю, слял ли я дорогу, я пытался не обоссаться. Давай, поехали, поднимай. Парни, здорово всем. Паджерик, я за рулем. В общем, мы сейчас едем в местную кафе, не ресторан, кафе. Так вот, дело в том, что приехали к нам блогеры, что-то частенечко начали приезжать, зачастили, можно сказать, да. Получается, что приехал Игорь Комбат Крю, он сейчас находится на одной из локаций. Мы с ним попозже немножко встретимся и поедем покатаемся на Зилах, по крайней мере, план такой. Приехал Юлик с Offroad из ПБ и приехал Илкин с канала Black and White. Они приехали на мотоциклах, мы поехали к ним, будем сейчас их встречать. Так, подъезжаем, вот кафе Гамарджоба. А где пацанов транспорт? Сейчас найдем. Не видишь никого? Так что, я не знаю, я предлагаю вообще взять у них мотоцикл на тест-драйв. Взять мотоцикл, ну попробовать договориться. Я вам Паджерик отдам, возьму мотоцикл, подняться на гору, попробовать, что это такое за техника. Сейчас я поговорю с Илкином. По-братски чисто. Здорово, сколько зим. Мы с тобой видимся, когда типа у нас движуха здесь. То слег, то квадрики. Как у вас? Что-то вот зачистили, слышали? Да, нормально. У нас все четко. У нас все по расписанию. Здорово. А у нас Юлик нас гоношил. Юлик говорит, блин, мы поедем в горы. Я такой, а я уже пишу ему, он, значит, куда собрался? Я такой, ну, в Фибину. Я говорю, вот ты сволочь, что ты нас не зовешь? Ну, я не знаю. И, короче, вот тут я сразу тоже как бы подхватился, сразу в BMW. Сорвались. Да, я поехал в Москву, забрал мотоциклы. Я читываться. Это BMW Group. Они дали вот как это. Здорово. Что, серьезно, что ли? Да. Если ты умеешь ездить на мотоцикле вообще? Слушай, у меня даже права есть, но... Ты знаешь, что эти права я тоже только 3 дня назад получил. Да, я получил. Ну, на BMW что-то не хочется, естественно. Не, короче, дело в том, что если там куда-то соберемся, я могу им просто обозначить, они без проблем, а я только за любой кипиш. То есть можно куда-то там рвануть там на Кавказ, куда я выделит и все. Серьезно? Да, и поехать без проблем. Ребят, подсоберем нормально всех блогеров. Их чисто, да, чтобы катка блогеров будет. И все. А вот согласен. Так, вот здесь это ерунда, работает сейчас. Да, мы знаем. Через 5 минут откроется, по идее. Как бы. Ага. То есть вы будете обедать, да, я так понимаю? Да, мы сейчас покушаем. Сейчас, скорее всего, Юлик, если у тебя дела, да, наверное? Или у тебя нет? Если нет, давай посидим, поболтаем. Подожди. Майцем. Вы кушаете, у нас вот пацанов много, вот там девушка сидит, да? Ага. Вы обедаете. Ага. Вы сейчас куда, какие планы? Слушай, у нас сейчас мы покушаем, сейчас будем ждать Юлика. Они вчера покатались, там Я расхерачили весь мотоцикл. Видео, Дрова там. видео сторис у него. Да, сейчас мы покушаем, они подъедут. Сюда? Потом, да, потом мы с ними пообщаемся, что будем делать. Либо мы в любом случае сегодня катаемся здесь в Хибину, в горах. А потом может быть такое, что я их попробую все-таки убедить, что нам надо еще на рыбачье заехать. И мы погрузим и стартанем ночью, допустим, на рыбачье. Завтра целый день там бахнем и обратно. Да, мы тоже только приехали из Москвы, притащили BMW, Е60 раздолбанную, то есть мы Я его ей видел, чисто я видел. мы чисто ей занимаемся, да. Кататься по Хибинам мы, наверное, не поедем. Единственное, кто транспорт может, это вот Паджерик, да? Когда вы, допустим, кушаете, можно взять мотоцикл на обзор. Но я постараюсь не раздолбать его, честно. Я на гору не поеду. Я тебе обычный режим дам. Так что, Что, еще режимы разные? Да. Ты вот как раз просто объясни, что, как. Ну ты на мотоцикле ездил вообще? На Урале вчера ездил. Ну, то есть, если на Урале ездил, и Да. всяко, тогда ты поедешь, как разница. Если вчера ты ездил на Урале, то, наверное, ты поедешь. Сколько он стоит? 2200. Реально? Мотоцикл 2 миллиона 200 тысяч. Что, обзора не будет, короче. Не, я просто, у меня вообще какая идея, да? Взять мотоцикл,
сюда уехать, там на площадку. И стоять, рассказать, правильно? Поговорить там, да, прокатиться там Ну, туда-сюда. так я думаю, что это в чем проблема. Все. Можешь Так вкратце что- объяснить, что почему? Ну вот смотри, допустим. Он тебе не даст перевернуться, он тебе не даст пробуксовать. Что, он тебе система стабилизации все есть? за себя делает, да. И почему тебе, в принципе, отдаю, потому что я знаю, что он тебе все сделает. Главное, ногами касаться земли и все. Так, подожди с самого начала. Да Ты я как вылез. завел? А, давай, хорошо. Да. Представляешь, 2 миллиона? Все. Давай. Здесь? А, поставил сейчас эти. Покажи просто, как он заводится. Ну, есть ключ. Ключ метка. Тупо у тебя. В карман кидай его. Но тебе не нужен так. Просто в карман. Дальше. Подножка есть? Да. Сел. Да, Тормоз, сцепление, Ну все как обычно. На обычном мотоцикле то же самое. Сцепление. газ. Вот только с газом. Ты знаешь, да, что вот прям вот так не надо. Я понял, понял. Ты понял? Здесь все есть. Да. Давление в шины свои есть, чтобы именно там все вот у него прям четко. Вы на Павла Москву приезжаем, пацаны. Ну, видишь, спокойно. Да, не крался, слушай, удобно на самом деле. Он по уму сделан, да? Вот техника вот прям такая, сама по себе, комфортно на ней. Не то, что на Урале, да? Я тебе говорю, 200 на двух колесах, ну типа как вот. Если кровь будет обижать, достал нож режь. Ты не парься, у меня сон нашли. Короче, сами все, мы пошли кушать. Езжайте, все, езжайте. Ой, Привет. должен я пойти кушать. Все, езжайте, приятного аппетита. Смотри. Готов? Ты готов? Давай. Да 50 сделали. Прикинь? Чтобы ты понимал, вот сзади реально дышать просто уже нечем. В общем, парни, смотрите, получается, что к нам зачастили блогеры, приезжают, знакомство это всегда плюс, это всегда хорошо. И Лукина я знаю не первый день. На этот раз мы приехали вот о такой технике, мотоцикл BMW. Вы сами знаете, у нас сейчас проект BMW E60. Но, если честно, очень интересно, что такое тогда, когда мотоцикл стоит 2 миллиона 200 тысяч рублей. То есть для меня это реально, для мотоцикла огромная сумма. Я понимаю, что это бренд, я понимаю, что это надежная вещь, это максимальная комплектация, это R250 Adventure. Но все равно, пацаны, по-моему, это немножко перебор. Но я так понимаю, что комплектации бывают разные, цена начинается от 1 500 000. 136 лошадиных сил, и вот просто сейчас зачитаю, то есть не надо это своим текстом, я думаю, что благодаря технологии изменения фаз газораспределения и высоты подъема клапанов BMW, Swift, Cam вы получаете все и сразу плавность работы, комфорт и впечатляющую мощность. Но это официальный сайт BMW, понятное дело, что там все дело это приукрасить, как приукрасили, а так, вот я сейчас прокатился, поднялся наверх на гору, начинаю уже немножко привыкать к этой технике и, соответственно, начинаю получать удовольствие. Знаете, бывает, когда, ну вот, первый раз, допустим, с чем-то знакомишься, Зилу, да, помните, у нас проект? Первый раз сел, я вылез, просто пот вот так вот смахивал. А сейчас мы ездим уже, ну, более-менее на дальняк, то есть я это уже все как-то по лайту, то есть я уже не напрягаюсь. Здесь абсолютно то же самое. То есть если вы купили, да, если вы боитесь на нем ездить, то просто-напросто надо немножко потерпеть, покататься день, два, три, и вот этот мандраж, он уходит, и ты реально начинаешь получать удовольствие. Я тот человек, который всю жизнь проездил на планете, вижу вот это, да, тем более, что это иномарка, это BMW, и это новый мотоцикл, но знакомые черта только какие-то вот вижу, а так, по большому счету, все другое, не то, что делалось раньше, тем более советская техника. Ну вот, взять пластик, да, увеличенный по объему бак,
То есть вот такой вот здесь обвес идет, здесь обвес, здесь держатель для навигатора. У нас здесь круиз-контроль. Амортизаторы регулируются, вот они, фирмы ZF. То есть, я так понимаю, жесткость регулируется, возможно, еще регулируется и по высоте, нефиг делать. А так, вот такие вот подножки, тормоз. Смотрите, какой выхлоп, какой пайп просто идет. У нас, ну, понятное дело, современная технология. Я так понимаю, что здесь уже стоит лямбазон. Вон он, покажи, пожалуйста. Вот. Бочка тоже, дизайн, конечно же, ну, это современность. Кстати, вот, смотрите, заднего крыла как такового нету, да, то есть она вот поверху увеличена, а здесь просто дополнительное крыло. И как вот здесь все это напичкано, просто вот спицы. Сделано достаточно все интересно. Здесь написано сенсор, point. Я так понимаю, что датчики давления шин даже есть, представляете? Просто датчики давления шин в мотоцикле. А так, ну, я, знаете, вот прокатился, мне, честно говоря, мотоцикл понравился. Дело в том, что он, как бы, знаете, получается мягкий. Вот просто давай сейчас каску уберем, чтобы не покоцать ее. Короче, любой вид отдыха, я думаю, что это как бы отдых и развлечение, это все очень и очень дорогостоящее удовольствие. Сам мотоцикл, снаряжение, каска, это реально все вливается в большущие суммы. То есть вот, он как бы такой мягкий, да, на заглушенном. Ну, все под рукой. Я так понимаю, на этом мотоцикле можно ездить на дальняк, он как бы не для города, не для путешествий, именно по горам там где-то, хотя тоже можно, в принципе. Электроника позволяет вам не перевернуться, но я думаю, что все-таки это какой-то вот для каких-то трасс, для дорог на дальние расстояния и так далее. АБС, регулируемые амортизаторы, вот круиз-контроль, аварийка, сигнал, поворотники. Поворотники работают так, что ты влево нажимаешь, для того, чтобы он отключился, нужно просто так нажать. Ну, давай включим зажигание. BMW Motorhead. Смотрите, пацаны, я первый раз в жизни на мотоцикле вижу Джеки Чан, то есть чек, вот такая вот менюшка, 9 отсечка, ну то есть не самый крутибельный такой получается мотоцикл, как все это дело выглядит. То есть смотрите, здесь просто, да, вот педаль, ой, педаль это, ручка газа, а здесь получается вот такой пульт управления. То есть ты его крутишь, я так понимаю, как-то, а менюшка, ну-ка, то есть мой мотоцикл. Навигация в мотоцикле, медиа, телефон, да ладно. То есть я так понимаю, что все это дело в зависимости от комплектации. Кстати, если кто-то ни разу, допустим, здесь не сидел, да, на таком мотоцикле не ездил, вот первое ощущение, он реально очень тяжелый. То есть он не какой-то кроссовый. То есть если ты потерял равновесие, как-то он сильно наклонился, то удержать его достаточно сложно. То есть он реально, получается, центр тяжести очень высокий. То есть он именно вот для быстрой езды по дорогам общего пользования, ну никак не какие-то пируэты и так далее. Режимы по настройке есть, также работа стабилизация, курсовая стабилизация АБС и так далее. Все это дело тоже также здесь присутствует. То есть сейчас здесь самый лайт стоит, мне специально так делаю, все поставили, чтобы я дел не натворил. 2,2 миллиона не хочется искать потом. То есть он не дает вам зарыться, да, не дает вам резко газануть газу. То есть ты начинаешь, он вроде бы начинает пробуксовывать, все, сразу же электроника глушит. АБС есть сзади, АБС есть также спереди. На мой взгляд, единственный минус, который я чувствую именно в этом мотоцикле, это слабенький задний тормоз. Не в том плане, что он как бы слабый, плохо тормозит, то что там диски там перегреваются. Нет, не в этом дело. Дело в том, что, наверное, просто на всех мотоциклах такая особенность, что задний веса гораздо меньше, чем спереди. Тем более, когда ты начинаешь тормозить, центр тяжести идет вперед, и, соответственно, хорошо работает только передний тормоз. То есть заднего мне немножко не хватает, то есть для того, чтобы быстрее остановиться. То есть даже примерно вот я разогнался там где-то 130, начинаешь оттормаживаться задним тормозом на асфальте, на сухом, сразу начинает включаться АБС. То есть прям не хватает его, реально не хватает. А так, ножку убираешь. Так, ладно, к сожалению, это без шлема ездить нельзя. Ну, все то же самое. Первая передача вниз, все остальные вверх, нейтралка между первой и второй. И, кстати, все передачи дублируются здесь на экранчике. То есть удобно, очень удобно. Вот первая, вот нейтралочка, вниз первая, наверх вторая и пошел дальше. Такие дела, пацаны. Тут даже есть эта аварийка на мотоцикле. Бесключевой доступ, кстати, здесь есть. А так, давай вот посмотрим просто по комплектующим. Ну, все закрыто, ни до чего здесь не дотянуться, никаких нету карбюраторов, никаких кранчиков. То есть это уже все-таки все дело современное. Вот там BMW, ZF, здесь у нас все это Brembo. То есть они у нас гидравлические, то есть вот видите, да. То есть обычная тема, ну просто для прокачки такие сосульки. BMW, Motorland. Ну как-то так, пацаны. То есть, смотрите, даже поворотники получаются диодные.
Стоп-сигнал, диодный. Короче, весь мотоцикл, он реально весь на диодах. Но такое, знаете, скажем, удовольствие. Мне, допустим, такой мотоцикл не нужен, потому что, ну, во-первых, это очень дорого. То есть у нас за такую сумму в местности, где мы живем, можно купить реально хорошую трешку с хорошим ремонтом, прямо в хорошем самом месте, реально. То есть это, ну, это дорого. У нас таких мотоциклов нету. Для большого города, да. Нам такие, наверное, мотоциклы не нужны. Хотя пацаны покупают, ездят. Редкость, конечно, но ездят. Но вот как-то, знаете, вот на самом деле докопаться не до чего. Все продумано. Такие вот защита, да. Здесь обвес, здесь вот такие спойлера, то есть здесь BMW LED оптика даже. Да? Обалдеть, дай-ка включу ее. О, ну-ка отойди подальше, Джон. Так, это получается ближний, правильно? Дальний. Вот сейчас светло, я даже на тебе отражение вижу. То есть реально? На камеру, конечно, не так, но я даже так вижу, да. Представляешь? Кстати, это офигенно. Ну да. Ну смотри, вот как-то со стороны, спереди смотришь на него, он какой-то прям раздутый весь. То есть узенькое переднее колесо и просто такой раздутый. Сбоку он как-то поинтереснее смотрится. Сбоку он как будто эндуро какой-то, знаешь, там чисто, чтобы по горам летать. Сзади, вот, допустим, ты догоняешь такой мотоцикл, но кажется, что очень что-то серьезное едет перед тобой. Действительно, то есть у него есть какой-то, знаете, свой стиль какой-то. Как-то вот, на мой взгляд, не хватает какого-то шильдика спереди. Знаете, вот как на капоте на BMW делают, на автомобилях или сзади, вот просто шильдик круглый. Понятное дело, по бокам, вот спереди вот где-нибудь прям просто во лбу сделали, это BMW. Тут надо выделяться, надо показать, что ты BMW купил. Как ты знаешь, узенькая мордочка и большая жопа. Ну, вот это вот. Талия, да? Короче, весь самый прикол, это чисто не то, что ты ходишь, разглядываешь, это от езды. Я поэтому предлагаю прокатиться. Все. Тормоза в пол. Джон, чтоб ты понимал, чё? У меня руки трясутся. Чё? Ну, А прическу показать, пацанам? Тебе понравилось? ну это прям, ну, да, поджимает. Очко поджимает, откровенно Ну, говоря. тяга есть. Да. Там 136 лошадиных сил, по-моему. На этот объем тяга прям с низов начинается. То есть не надо крутить прям именно до 8 тысяч. То есть он даже, получается, с 3000 ты нажимаешь, и подрыв всегда есть. То есть он едет, ну, как бы реально хорошо. 150 так что сделали. Знаешь? У меня Chevrolet Lanos больше 150 не ехал сейчас. На трассе газ в пол. Короче, вещь. Вещь. Ну, дорого. Зараза. Ну, вещь. Давай, так, ладно. Технику паркуем. Кстати, давай покажем. Здесь ключ. Не знаю, показывал, не показывал. Просто сам ключ. Вот такой, как на бэхе, на автомобиле. То есть с личинкой, да, но у нас в данном случае бесключевой доступ. И что, и закрывать можно? Вроде понять не могу. Может, этот бак еще открывать, не? Где, как там бак-то? Это открыл, это закрыл. Так что как с автомобилем получается. Ну да. Ну-ка, ну вот. Ну-ка, возьми ключ, отойди подальше. Все? Ключ не видит. А, кстати, давай вот этот второй, получается, он, как я понял, немножко подешевле. Что здесь у нас такое? А, здесь уже, подожди, здесь уже вот видно дроссель, допустим, да? Дроссель уже видно. Вон у нас радиатор, вентилятор такой вот маленький. Здесь крутится. Тоже BMW. Тормоза эти что, какие? Brembo или BMW? Тоже да? BMW, да. Оба новые. Вот это новое, здесь пускается сейчас. Вот это тут новое. А это вчера? Да. Вчера. И еще морда, и дисплей, и так по мелочи. А кто делал, ты? Я делал, да. А что делал? Мы к шаманам там в школе знаем. Сейчас когда это приютивают. Есть здесь там шаман, есть.
Это эти газонокосилки. Он работает, ну, вот два такта реально как газон. Динь-динь-динь. То есть у вас сегодня план на этих мотоциклах? Не разложиться. Не, просто давай просто пацанам покажем, что Юлик с командой на этих. А там открыт бак? На BMW. Ну, БМВ нормально, пацан. Вася и Лукин. Опа, ты чё? Вадик. Ты запарковывал, Да не мог я поставить на Ты сейчас скорость. чувак, запарковывал Но ты. я не мог поставить Я на не скорость. дожимал скорость. Давай, я сделаю. Там прогреть. Короче, это два такта, максимальная отдача. Единственный косяк, вот то, что он дымится, такие, о, да, похоже, он уже приехал. А он не приехал, у него смазка. Смазка с бензином. Да, вот как бы и все. Но зато подрыв там 450. Подтянули. Это нормально, да? Не очень.